Здравствуйте, друзья! Мой новый обзор по теме устройства экосистемы умного дома Xiaomi будет посвящен третьей версии беспроводной кнопки от бренда Aqara. Почему я ее называю третьей версией? Под первой версией я подразумеваю самую первую версию этой кнопки, которая имела только два действия – клик и дабл-клик. Вторую версию будем считать европейскую версию этой кнопки, которая ни внешне, ни по номеру модели ничем не отличалась от первой, кроме условий в сценариях. Она имела уже три действия – клик, дабл-клик и лонг-клик. Эта же кнопка имеет еще одно дополнительное действие, поэтому я ее буду называть третьей версией. Давайте обо всем подробнее. Очевидно, что данная версия предназначена для внутреннего китайского рынка. Уже слегка подзабытая минималистичная плоская упаковка, отсутствие цветов в оформлении. Упаковки для китайского рынка практичные, в отличие от огромных упаковок европейских версий. Все основные параметры перечислены сзади коробки, практически весь текст иероглифами, но разобраться в основных моментах несложно. Версию легко определить по номеру модели. VXKG12LM с цифрой 12 в конце. Первая и вторая версия имеют цифру 11. Следующая строка – комплект поставки, о нем далее. Интерфейс ZigBee, кнопка работает с шлюзом. Элемент питания CR2032. Диапазон рабочих температур от минус 10 до 60 градусов Цельсия. Относительная влажность от 0 до 95%. В коробке в картонном держателе находится кнопка. Особо никакой защиты от повреждения не предусмотрено, но доехало все в целости. Кроме кнопки в комплекте идет наклейка, причем не в виде эдакого бублика, как на первую и вторую версию кнопок, а круглая, такая же, как у датчика движения. Кроме нее в коробке нашлась небольшая инструкция на китайском. Для тех, кто уже знаком с предыдущими версиями кнопок, никаких сюрпризов с новинкой не будет. Точно такой же квадратный, с закругленными краями корпус с кнопкой в центре. На стороне, которую условно назовем нижней, находится синий светодиодный индикатор. На верхнем торце кнопка синхронизации. Вверх, низ – это все совершенно субъективно, размещать кнопку можно как угодно, а конкретно эту модель можно даже использовать как пульт. Еще на одном из торцов разместилось название бренда Aqara. Сзади по окружности круглой крышки батарейного отсека разместилась резиновая вставка. Крышка снимается поворотом против часовой стрелки и открывает доступ к плоской круглой батарейке CR2032. Хотя на витринах многих онлайн-магазинов новинка изображена более обтекаемо, в действительности с лицевой стороны она ничем не отличается от предыдущих версий. Отличия видны сзади. Это другой номер модели и резинка по окружности крышки, в то время как у предыдущих моделей такую форму имеет наклейка двустороннего скотча. Сопряжение кнопки с шлюзом можно провести двумя способами. Первый способ ручной, об этом я рассказывал в одном из своих видео. Кто его не смотрел, ссылка будет в описании под этим видео. Напомню вкратце, для сопряжения нужно перевести шлюз тройным нажатием в режим сопряжения с устройствами, после чего на 5 секунд зажать кнопку на вот эту кнопку синхронизации на корпусе самой кнопки. После этого устройство синхронизируется. Либо можно использовать стандартный проверенный метод через приложение Mi Home. Для этого запускаем плагин шлюза, переходим во вкладку Device, нажимаем «Добавить новое устройство» и в открывшемся списке перематываем и находим беспроводную кнопку Aqara Advanced. Далее выполняем действия согласно шагам мастера подключения. Зажимаем кнопку синхронизации на корпусе, ждем голосового подтверждения, называем устройство и выбираем локацию. Иконка устройства и в перечне плагина шлюза и в общем перечне идентична первой и второй версии. Отдельного плагина у кнопки нет, есть окно настроек с двумя вкладками, перечнем автоматизации, в которых она участвует, и логом нажатий, а также имеется окно основных настроек, где можно изменить имя, локацию или отвязать устройство. Для сравнения, варианты условий для первой, второй и третьей версии кнопок. С каждой версии добавляется новое условие. У героя обзора, кроме привычных вариантов клик, дабл-клик и лонг-клик, есть еще шейк, тряска, точно такая же, как у кубика. Пример автоматизации, где по условию тряска кнопки включается или выключается потолочник светильник E-Light. Эта автоматизация появляется на вкладке сценариев, а на вкладке журнала сохраняются все действия с кнопкой. В качестве теста работы я решил показать именно как работает встряхивание, так как принцип нажатия на кнопку достаточно очевиден.
устройство полностью поддерживается альтернативной системой управления Home Assistant. Для того, чтобы она появилась в системе, после подключения кнопки к шлюзу, если это рабочая система, Home Assistant нужно перегрузить. После того, как вы перегрузили Home Assistant, кнопка появляется как новый бинарный переключатель. Для этого бинарного переключателя доступно целых 5 действий. Это Single Click, Double Click, Long Click Press – это тот момент, когда кнопка нажата, и Hold – это тот момент, когда после Long Click Press вы отпускаете палец от кнопки. И добавляется новое действие Shake, аналогично как у кубика. Многообразие гаджетов экосистемы все больше и больше расширяется, и доказательством тому служат все новые и новые устройства. Герой этого обзора как бы намекает, что такую кнопку не обязательно стационарно крепить к какой-то поверхности, ее можно использовать, фактически как пульт управления. По сути, это своеобразная альтернатива умному кубику, только с меньшим количеством действий. Лично меня радует полная поддержка этого устройства в альтернативной системе Home Assistant, что дает полную свободу применения ее в различных автоматизациях. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!